Друзья, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал, как мы укладывали плитку у нас в санузле на стены и на пол. И тогда я как раз задумался о вентиляции, поэтому это видео будет конкретно о ней. Погнали! У нас в санузле есть окно, но, как оказалось, этого будет, скорее всего, недостаточно. Постоянно с открытым окном не будешь, да и само по себе помещение впитало достаточно много влаги во время строительства, поэтому вентиляция нужна в любом случае. И делать мы ее будем вот на этой стене. Как раз она не будет попадать у нас в душевую зону и не будет над головой над унитазом, а будет чуть в стороне. Снизу будет располагаться стиральная машина в дальнейшем, поэтому самое удачное место. А вот из чего будет состоять сама вентиляция. Это будет 150 миллиметровая труба, специальная вентиляционная, без всяких выдумок, анимостат и решетка. Будет использоваться вот такая вот пластиковая решеточка, как раз под цвет здания, ведь у нас пристройка пока что серого цвета. А внутри помещения будет висеть вот такой вот красивый белый анимостат. При помощи этой штуковины можно контролировать поток воздуха, а именно объем, который входит или выходит в наше помещение, потому что он регулируется, может полностью открываться и закрываться. Будем делать дырку в стене, вставлять в нее нашу трубу, с одной стороны на трубу одевать такую вот решетку, а с другой стороны, со стороны помещения, у нас будет стоять анимостат. Как видите, все достаточно просто. Никакой электроники, никаких выдумок. В самом помещении влажность держится постоянно в районе 80%. Надеюсь, что данная вытяжка исправит эту ситуацию. Но во время эксплуатации посмотрим. Итак, что из себя представляет сам анимостат? Анимостат — это такая вот пластиковая заглушка. Они бывают разного диаметра: 100, 125, 150 мм. Как раз под разные диаметры вентиляционных труб. И он представляет из себя просто крышку на шпильке, которая может, вращаясь по часовой либо против часовой стрелки по резьбе, полностью откручиваться или закручиваться. И тем самым мы регулируем щель между краем данной шпильки, данной тарелки и самого анимостата. Тем самым регулируется поток входящего либо исходящего воздуха. Берем трубу, размещаем на стене, и сейчас мы будем делать в ней дырку. Будем делать дырку нашим любимым перфоратором и сверлом в 40 сантиметров, которые толще нашей стены вместе с утеплителем. А для того, чтобы было поменьше мусора, мы поставим под все это дело снизу обычную коробку, и весь мусор, вся пыль и все обломки будут сыпаться именно в коробку, а не на плитку, не на пол. Берем перфоратор и погнали. Делаем несколько дырок, а именно кучу-кучу дырок, сколько это возможно, чем больше, тем лучше, по нашему отрисованному кругу, по диаметру трубы. Чем больше сделаем отверстий, тем легче в дальнейшем будет выломать данный кусок стены. Причем желательно делать все это ровно, ведь чем ровнее мы сделаем сквозные отверстия в стене, тем проще нам будет потом выломать и выдавить этот кусок. Ну вот что получается. Насверлили отверстий, вся пыль ушла, большинство пыли ушло в коробку. Ну а дальше идем смотреть на дом с обратной стороны, что получается. Почти ровно, но такой результат нас вполне устроит. Дальше мы вырезаем утеплитель, а у нас пенопласт, напоминаю, по кругу ножичком и возвращаемся обратно в помещение. Надеваем на перфоратор лопатку и лопаткой по уже отсверленным отверстиям начинаем работать с перфоратором с лопаткой.
Выбиваем лопаткой все лишнее, а потом, когда видим, что конструкция ослабла, просто выталкиваем ее рукой. Ведь стена у нас из газоблока, с ней работать просто. Ну и вот что получается. Ровное, красивое, аккуратное отверстие, которое немножко зачистится, и труба зайдет туда легко и просто. Вставляем нашу вентиляционную трубу и отрезаем ее по длине стены. С одной и с другой стороны она получается ровно заподлицо со стеной. А в дальнейшем ставим наши крышки. Что интересно, все детали должны хорошо подходить друг к другу, ведь все это специально для вентиляции одинакового диаметра. Но почему-то крышка немного болталась в трубе, поэтому я сделал на нее вот такую вот маленькую втулочку из изоленты. После все зашло плотно. Вставляем, и вот такая вот красота у нас получается со стороны улицы. В дальнейшем со стороны помещения крепим наш анимостат. Он зашел плотно, поэтому я его даже не стал засверливать в стену. Все равно дергать за него никто не будет. И вставляем от него крышку непосредственно во входное отверстие. Вот и все. Вентиляция собрана. Ее можно подрегулировать, сделать, чтобы побольше шел переток и отток воздуха. Можно поменьше. Все это, конечно, естественная вентиляция. Никакого вентилятора и электроники там нету. Но в дальнейшем ничто не помешает нам туда поставить также и вентилятор, если в этом будет необходимость. А пока попробуем пользовать так. Кстати, скажу наперед, что толк от этого есть сразу. Влажность в помещении стала падать. И, конечно, не забываем, что после себя нужно убирать. Ведь следующий рабочий день в чистоте начинать гораздо приятнее, чем в пылище и в обломках от предыдущей работы. А коробка реально лайфхак. Советую, если что-то рубите или пилите, поставьте себе такую же. Про вентиляцию все. В дальнейшем, наверное, сделаю то же самое еще и на кухне. Ну, посмотрим. Пока продолжаем с ванной. Уложили плитку, сделали вентиляцию, а дальше будем обустраивать ее. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!